На ковре Г победу одержал Игорь Лукоев, Республика Бурятия. На ковре Г начинаются поединки первой группы весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Антон Маскин, Республика Бурятия, Харим Есимов, Еврейская автономная область. На ковре А с теократическим преимуществом победу одержал Саян Шамсунаев, Республика Бурятия. На ковре А начинается первый круг весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Буянов Шадам, Республика Бурятия, Улу Музафар, Приморский край.
Чистую техническую победу одержал Бурят Шутапов, Республика Бурятия. На ковер приглашаются Владислав Танаев, Еврейская автономная область, Юрий Кузнецов, Забайкальский край. На ковре весовой категории до 86 килограммов на победу красного трикот представитель команды Республики Бурятии Артур Баскин. Его соперник в синий трикот представитель команды Еврейской автономной области Карим Ешимов. Объявите, пожалуйста, это, чтобы это секунданты были. Послушайте информацию. В обязательном порядке секунданты должны быть в маске, в медицинской маске. На ковре Б с явным техническим преимуществом победу одержал Артур Баскин, Республика Бурятия. На ковер приглашаются Марко Гаджиев, Забайкальский край, Айкал Уйкуров, Республика Саха. На ковре Б чистую победу Катушина держал Атлант Гаджиев, Забайкальский край. На ковре Б начинается первый круг весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Жардал Чойшижака, Забайкальский край, Андрей Милгайкис, Амурская область.
На то время своего 61 килограмма чистую победу на душе одержал Жан-Кал Чжижапов, Байкальский край. На ковер приглашаются Александр Молдов, Республика Саха, Тамгин Цинджапов, Республика Бурятия. На ковре А победу одержал Юрий Ковлецов, Забайкальский край. На ковре А начинается первый круг весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Харасхал Григорьев, Республика Саха, Жаргал Гаянкуев, Республика Бурятия. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма поединок ведут красное трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Балуров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Гамгин Заренджапов.
Республика Саха-Якутия, Хабаровский край. В это время начинается второй круг с Выступает высоты всего 70 килограммов. 74 спортсмена. Тюрьян, Среди них Юрийская автономная область, 41 юниор Руслан и Алиев, юниорки 22 Хабаровский край. человека. Мастер спорта международного класса нету, мастер спорта один, и кандидат в мастера спорта 55 человек. Ну и остальные такие юниорские разряды имеющие. Первый, второй, третий. Так. Вот это соревнование проводится у нас, по-моему, в Якутске, если я уже впервые. Так. И сейчас на ковре борется Григорий, это с нашей команды Республики Саха-Якутия, и бурятская команда Баяндуев. Ребята хорошие. На ковре. В общем-то, борьба идет. Наш спортсмен идет 3 очками вперед, лидирует. Уже это конец, по-моему, второго периода уже. И считается, что это, по-моему, уже победа будет. Григорий, он такой парень, опытный, давно тренируется. Насчет соперника его тоже хороший парень, тренируется, кандидат в мастера спорта. В общем, команда подготовленная. Соревнования идет в высоком уровне. Ребята показывают свое мастерство. Так, соревнования только начались. Вот и На закончился. ковре А победу одержал Харстан Григорьев, Харстан Республика Саха. Григорьев. Победа На Харстана ковре А Григорьева. приглашается Поздравляем. Егор Кравцов, Забайкальский край, Желаем Остров дальнейших Мансуров, успехов. Хабаровский край. Так. В общем, соревнования вот эти проводятся у нас впервые. По-моему, да. Вообще вот так, если считать тренерский состав, то это подготовительные соревнования. После этого, наверное, будут и другие соревнования. Это очень такой период взросления. После этого уже не уже будут бороться в составе сборной России. Поэтому же вот это подготовительное хороший браток. Это у нас кто? Кравцов, Амурской области. Амурколов борется. Так, и 2 балла заработал Борис Красного, только он четкий такой контрприем сделал. В общем, тут борьба такая идет. Вот Красный все время зажимает и борется, старается какие-то. Вот еще проход один он сделал, вот подталкивает, вот. Нет. Судья Бобрин свисток сделал, но вот можно так делать. Не запрещается. И снова борьба на середину. Ага. Ну и считает уже 3-й балл заработал Кравцов. Молодец, парень такой подготовленный, сразу видно подготовленный. Кстати, я замечаю, вот, которые борются борцы классом чуть лучше своего соперника, они всегда стараются работать, начинают борьбу с захвата. Вот захвата головы, захвата рук.
Вот это и есть борьба. Так и должны бороться. Вот сейчас что-то голову прихватил. На ковре весовой категории до 70 килограммов поединок ведут красный трико Владимир Кунян, еврейская автономная область. В синем трико Руслан Абиев, Она Хабаровский совершенно край. идет. Сейчас толковает. Судья останавливает почему-то. На середину приглашают борцов. И борьба идет. Опять начинается захват. Всё. Это хорошая борьба. Да, ребята показывают, стараются, крайне случае, показывают такую борьбу. Ну, это результат тренерской хорошей работы, я считаю. Вот в последнее время вот в нашем регионе, допустим, борьба начинает уже свои какие-то ворота делать, в смысле тренерской работы. И вот результат налицо. На ковре А весовой категории до 57 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Забайкальского края Ковра. Родион Кравцов. Ну и Его соперник время в синем трико заканчивается команда период. Хабаровского края Астор Ну, Аманкулов. с 3 очками вперед идет Кравцов. И спортсмен отдыхает. Ну, для этого отдыха где-то дается секунд 30. Не больше. Ну, что-то я это время маловато. Но раньше, когда 6 минут боролись, еще 9 минут еще боролись. Вот тогда были перед такие с отдыхом по 1 минуту. Ну, человек что-то мог продышаться за эту 1 минуту. Но за 30 секунд я не знаю. Можно, наверное. Там тренера что-то советуют своему Русову. Рубцову. Так. Что-то травма получилось, что ли. Врача вызвали. Наверное, легкая травма какая-нибудь. Вот много. Что-то долго Кравцов лечится. На это дается врачом все 1 минута. Это судья тоже участвует. Участник тоже должен это учитывать по своему мироусмотрению. Но если травма не тяжелая, можно. Ну, врач еще это не спешает, значит, лечит его. Какая-нибудь клетка головой, наверное, стукнулись. Итак, что-то травма какая-то очень нелегкая это вообще. Уже судьи подключились. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу одержал Вагим Тунян,
Еврейская автономная область. И вот время отдыха заканчивается, ребята, уже начинается На второй ковер период. приглашаются Владимир Войновский, Монголов сразу Мустафа, атакуют. Фатма Вот берет Асараев, Забайкальский захват край. головы, ну, и стараются выталкивать его. Ну, не знаю, Красов тоже борется. Не такой. Тут вот проходит, хорошо проходит Кравцов. Ну, берет его. 2 балла зарабатывает. Ну и дальше начинает партнеры работать. Вот, накат хороший сделал. Переворот накатом. 9-0. Ну все уже, это же 11-0. Все уже заканчивается схватка. Кравцов победила эту схватку. На Молодец, ковре парень, А подготовленный. весовой категории 57 килограммов. Мастерски владеет Чистую приемом, техническую хорошим, победу особенно одержал в партере. Равилон Ну, за Кравцов, счет партера он Забайкальский и край. выиграл. Ну, хороший пацан. На ковре А начинается второй круг весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Игорь Зарницын, Амурская область, Владимир Радчиков, Хабаровский край. Тут вызывают представителя Хабаровского края. Это у нас. Тоже очень весело. Зарницын и Радчиков. Зарницын это Хабаровский край. Вот, ребята начинают бороться. Так, и борьбу. Вот пароход он делает. Не до конца не доработал свой прием. Ну, итоговый свисток. В общем, тут борьба идет. Только начинается. Ребята какие-то спокойные, ну все. Это На же ковре Б чистую победу на ТС одержал Владимир Войновский, Республика Саха. начинает бороться ребята. На ковре Б начинается первый круг весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Чингис Дамдинов, Забайкальский край, Судья Кирилл какие-то Тарасов, предупреждения дает, Еврейская чтобы они автономная область. активно боролись. Ага. Ну и опять Зарницын захватывает голову. Переводит. Ну, хочет привести партер, заработать 2 балла. Ну, не получается. Радчиков сопротивляется. Ну, такая борьба вот. Ну, ребята, ничего, нормально борются. Судья идет активность. Там показывает. Вот, вроде красному хочет он. Красный поактивнее боролся. Ну, так. Вот так, вот теперь он красный, синий. Красный зарабатывает 1 балл. Синий. То есть, Радчиков. Опять проход делает вот Зарницын. Тут попадает контрприем. И Радчиков зарабатывает 2 балла. Ну, это перевод чистейший такой. Защиты прохода в ноги. Хороший переход. И счет становится 2-1 в пользу Радчикова.
Послушайте информацию на один мобильный можно телефон. было и предупреждение дать красным за такую борьбу. Это вроде начал, потом где-то опять расслабился. Ну, вот, период заканчивается. Одним баллом вперед выскочил Радчиков. Ну, сейчас посмотрим в дальнейшем, после перерыва, какая будет борьба. По-моему, Радчиков уже будет бороться. В такой темпе будет бороться, может и выиграть. Ну вот, заканчивается первый период, начинается второй период, борцы на середину. И вот, захват опять начинает Зарницын. Ну, тут Радчиков сопротивляется. Ну, опять проход, обоюдный проход, но проход не получается. Вот Радчиков раньше у нас тренировался, в УР учился, училище Олимпийского резерва. Вот обоюдная борьба. Кубок новый проходит. И, ну, да, это просто классический проход новый. Ну, не до конца не довел и сам так, отдал голову. Сейчас борьба уже идет Радчикова. Опять контрприем. И вот 2 балла зарабатывает Радчиков. Угу. Ну вот тут уже захват, уже дело уже на туширование. По-моему, сейчас судья отдаст туше. Ага. Все. Угу. Вот видите, как уже был дан прогноз, и Радчиков так и выиграл. Это показывает, что спортсмен очень технически оснащенный спортсмен и борется до конца. Это же, если у него вот эти качества борца останутся, ну вот этот человек будет бороться. Так, ну вот на ковер уже уходит борец из Бурятии, Барухшонов, и Владимир, этот наш якутский, из якутской команды. Так. Проходит Барухшонов. Ну, захват, контр, что-то наш контр делает, не получается. И 2 балла зарабатывает бурятский спортсмен. Дальше борьба идет портеры. Так, у портеры тут тоже захват ноги. Да. Не дает борьбу останавливать судья. Ну и 2 балла зарабатывает борец в красном трико. Представитель Бурятии. Опять тут старается проходную делать, и наш контрприем делает. Тут делает туширование. Этот контрприем. Да, все, чисто положил. Да, Владимир, молодец. Контрприем. После прохода до конца не пошел, но остановил его хорошим таким приемом с головы контр и тушировал. Ну, хороший прием контр. На ковре начинается второй круг весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Михаил Сергеев, Республика Саха, Буятло Шадапов, Республика Бурятия. Да, 65 килограмм, это такой вес. Килограмм входит на ковер. Сергеев, Шадапов.
начался первый период. Борьба также идет, начинается с захвата. Вот, ребята. Ну вот, перевод хороший сделал. Захвата перевод такой, со стойки хороший перевод. И сразу в партер 2 балла заработал Сергеев. Сейчас начинает он уже партера работать, переворот хочет делать. Ну, тут предприятие тогда. Ничего, нормально. Опять со стойкой начали ребята. Вот это и же, вот эти вот захваты, когда начинают бороться, это уже, тут уже более не более уже борьба начинается. Вот так вот. Опять перевод хочет делать. Тут Сергеев. Ну, это со стойку получается хорошо, оказывается. И захвата руки захватывает руки. Сначала, потом перевод хороший такой делает. Со стойкой прямо. Получается. И вот судья показывает активность синему, где предупреждение делает. Ничего так, ребята борются. Борьба. Вот. Сюда где-то пошел на защиту. Ногу пройти не дает. Тут выталкивает. На этом ковре. И зарабатывает, по-моему, балл. Там будет? Это начинается с середины борьба. Тут Сергеев опять захвата начинает борьбу. И ну, счет, и счет становится 2-2 с захватом портеры. Вот этот опасный прием, турецкий ножницы называется. И вот тут травму получил Борис с красного угла. Ну, это, наверное, сильно такая травма. Ну, все равно больно парню. И сейчас вызовут, наверное, врача. Останавливают схватку и врача. Итак, тут врач. Ну, ладно. Не назад, а вперед. Вперед. Небо. Так, и схватка продолжается. Ну, после легкой такой травмы ноги схватка продолжается. Схватку ведет Шадапов. Ну, Шадапов партер, он сильно такой ножницы начал и заработал 8 баллов. Сейчас отдыхает. Секунд 30, как я говорил. Вот тренеры советуют, какие-то советы дают отдышаться спортсменам. И борьба снова начинается с середины ковра. И, как я говорил, Шадапов 8 баллами идет вперед, Сергеева 2 балла.
начинают ребята бороться. Сергеев что-то опять хочет захватывать свои какие-то. Ну, перевод сверху получается. Начинается борьба. Обоюдный захват. Так, спортсмены стоят на середине. Ну, тут уже борьба. Сергеев старается пройти в ногу. Тут не получается. Ну, сюда наверное, опять травма какая-то. Ну, это кровь с носа или что-то. Тут врачи у нас работают, стараются, чтобы спортсмены сильных травм получили. Еще врачи у нас нормально работают. Опять начинается. Ну, тут время остается. Минута. Борьба начинается. Вот Сергей ногу проходит. Подпись захватывает. Два вала зарабатывает. Тут уже и в портере начинает работать Сергеев. Сейчас он приводит, хочет делать накат. Не получается. Судья поднимает стойку. И снова борьба начинается с середины ковра. Вот. Опять проход хочет делать Садапов. Вот. Сергей восстанавливает его. И снова борьба начинается с захвата. Ой, вот проход хороший делает Садапов. И 2 балла зарабатывает. И сейчас становится 10-4. Сейчас остается минута. А тут уже бесспорно уже 12-4. Еще 2 балла зарабатывает Садапов. Тут борьба идет к концу. Вот последняя минута второго периода, это самый такой ответственный момент. И момент истины уже вот последние секунды делает, показывает характер настоящего спортсмена. И вот Садапов показывает проходом и 2 вала зарабатывает. Вот с таким характером, конечно, можно выиграть. Молодец он. До конца боролся. Соперник не дал никаких шансов зарабатывать дальнейший балл. Молодец. Молодец, спасибо. На ковера приглашаются Музафар Улу, Приморский край, Владислав Лопаев, Еврейская автономная область.
Запар Улус Приморского края, Красную Трипу и Лопаев Владислав, еврейская автономная область, кандидат в мастера спорта. Вот, ребята, второй круг борется уже. Запар начинает борьбу. Послушайте информацию. Все награждения по весовым категориям среди девушек и юношей состоятся завтра, 15 мая, после всех финальных поединков. Вот проход делает Все Лопаев, награждения по проход весовым ноги, категориям захватывает ноги и опять дорабатывает 2 балла. 15 мая, Вот такой после всех классический финальных проход поединков. ноги. Вот партнер начинает работать, берет захват и начинает, ну, наверное, будет делать накат. Нет. Тут опасное положение уже. Ну, это уже на душе. На победы в своей категории вес 54 Чистую килограммов победу поединок одерживает по Лопаев. Партнер хорошо Республика Бурятия. работал, Его руку захватил вовремя. команды Республики Саха Андриан Ленский. Вот такой результат. На табле А победу одержал Владислав Лопаев, еврейская автономная область. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Дмитрий Еременко, Амурская область, Артур Трисна, Хабаровский край. Вот такой вышла версия веса 92 килограмма. Еременко Дмитрий, Амурской области, и Тризна Артур, Хабаровский край. Оба кандидаты в мастера спорта. Это такой вес тяжелый. Всегда в таком весе мало бывает. Ну, те ребята попадаются такие с перспективой дальнейшего. Бывает и вообще никак подвижные. Ну, конечно, вот тут начинают ребята борьбу. Еременко что-то хочет проход делать ему. Вот захватывает. Ой, молодец, 2 балла заработал. И попался на контрприем. Ну, балл дали. Судья тут осенил этот проход. Ну и дал балл. После свистка было. Тут хотели контрприем что-то показывать. Опять 2 балла зарабатывает. В этот раз 2 балла на Тризна. Время идет, но у тебя тут Тризна, конечно, его будет. Он одну очко опережает соперника, поэтому он спокоен. Что-то Еременко что-то спокойно. Спокойно, надо какие-то. Тут судья показывает активность борцов. Ну, синему дает предупреждение. Ребята борются, захватывает что-то, стоит. Тризна что-то неактивно борется. Ну, тут
На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико Дмитрий Еременко, Амурская область. В синем трико представитель команды Хабаровского края Артур Присна. На ковре Б победу одержал Аюр Жикжиков, Республика Бурятия. На ковре Б начинается второй круг весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Муслимбек Мансуржан Улу, Приморский край, Артурин Ласкин, Республика Бурятия. На ковре А победу одержал Артур Присна, Хабаровский край. На ковер А приглашаются Аюр Немаев, Республика Бурятия, Артур Дьяконов, Республика Саха.
На ковре Б в своей категории до 86 килограммов чистую победу на душе одержал Артур Илмаскин, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Фарид Кизимов, Еврейская автономная область, Бата Даржиев, Забайкальский край. На ковре А весовой категории до 92 килограммов чистую победу на душе одержал Аюр Немаев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 125 килограммов Эдуард Максимов, Республика Саха, Александр Евдокимов, Хабаровский край. На ковре А весовой категории до 125 килограммов чистую техническую победу одержал Эдуард Максимов, Республика Саха. На ковре А начинается второй круг весовой категории до 65 килограммов среди юниорок. Приглашаются Виктория Яковлева, Республика Саха, Ксения Скачкова, Приморский край. На ковре А начинается первый круг весовой категории до 65 килограммов. Среди юниорок приглашаются Ксения Скачкова, Приморский край, Сарюна Дандакова, Республика Бурятия.
да? Косяк тогда. Камера вентиль который На ковре А весовой категории до 65 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Приморского края Ксения Скачкова, его соперница в синем трико представитель команды Республики Бурятия Сарюна Кондакова. Sen bir bitirdin. Yakıtı saran dibinde. Barı da tak.
На ковре Б весовой категории до 86 килограммов победу одержал Фарид Кезимов, Еврейская автономная область. На ковре Б начинается первый круг весовой категории до 53 килограммов среди юниоров. Приглашаются Софья Редько, Амурская область, Саяна Будаева, Республика Бурятия. На ковре А весовой категории до 65 килограммов победу одержала Сарюна Кондакова, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов, второй круг. Харысхал Григорьев, Республика Саха, Родион Кравцов, Забайкальский край. На ковре Б чистую победу на душе одержала Саяна Будаева, Республика Бурятия. На ковре Б начинается первый круг весовой категории до 72 килограммов среди юниоров. Приглашаются Лилияна Рожина, Республика Саха, Виктория Смышляева, Хабаровский край. Birazcık kayıtlıyorsun. No, la voz no diye bitirdi. Sürde
На ковера приглашаются Жаргал Баяндуев, Республика Бурятия, Астро Романкулов, Хабаровский край. На ковре А победа присуждается Жаргалу Баяндуеву, Республика Бурятия. На ковре А начинается третий круг весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Саян Жекзымаев, Республика Бурятия, Владимир Райчиков, Хабаровский край. На ковре Б чистую техническую победу одержала Ильяна Рожина, Республика Саха. На ковре Б начинается второй круг весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Жаргал Джейшижанов, Забайкальский край, Александр Балуров, Республика Саха. Послушайте информацию, найден сотовый телефон и банковская карта Сбербанка. Просьба подойти к комментаторскому столу. Barrando. Tú no te ves en mí. На ковре А победу одержал Саян Жекзымаев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Игорь Зарницын, Амурская область, Эрден Баракшонов, Забайкальский край.
Все круто. Қана. Уже да. Триумфқа хотел. Триумфқа хотел. О, просто. Он мана... А? Эпте. Он мана ларгын мытым мытым. Так, лосарын. Айдаргын мытым. Ага. Она хайрын да, все. Қанап. Тахар бұл. Асын төнер да. Да. На ковре Б Ага. победу одержал Жаргал Черешежапов, Забайкальский край. На ковер Б приглашаются Андрей Вторник, Милайкис, Амурская область, Хайвный Тавдин вторник, Кирилл. Черешапов, Республика Бурятия. Это ага. Оннан харазы хасымыты харазы мастер отта. Тыны кына хатчауна. Киштен курё. Төт күн кайха дабык. Табда дабык. Отан хасан баран эйтилген. Ирбис аналар кол. Ата хаджар бахала. Хаджар. Керемте. Да. Алло, туй бас. Готов. Триумф. Послушайте информацию. Арабилим С 13 часов до 15 часов объявляется перерыв. С 13 часов до 15 часов объявляется перерыв. Ой, ёлки. Көрөккө үйрөтөккө. Берем. Кына. Биттен обед. Биттен обед. Чуга пат. Хотя после обеда. Кас калды. 15 минут. Тебе почти припад. Кимнен суса егер? Кандай бар? Күдүр.
На ковре А поединок ведут в красном трико представитель команды Амурской области Игорь Зарницын. Его соперник в синем трико представитель команды Забайкальского края Эрдем Баракшонов. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в красном трико представитель команды Амурской области Андрей Милдайкис. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятии Дамдин Церенджамов. Войну ковер араб. На ковре А Игорь Зарницын, Амурская область, Эрдем Баракшонов, Забайкальский край. Соотношение баллов 4-2 в пользу борца красным трико. Очень хороший проход в новый и 2 балла на накат. На ковре Б победу одержал Дамдин Церенджамов, Республика Бурятия. До конца встречи На ковре осталось Б 120. начинается третий круг. Минута весовой 25 категории секунд. 70 6-2. килограммов. Приглашаются Игорь Укоев, Республика Бурятия, Руслан Абиев, Хабаровский край. Эрден Баракшонову надо перебавить. Осталась последняя минута. 6-2. Выигрывает Игорь Зарницын. Очень хороший перевод. 2 балла Эрдеме Баракшонову. Скрючный захват голеней. Пока нету балла. 6-4. Очень хороший захват взял. Скрючный захват голеней. Эрдем На Баракшонов. ковре Б приглашается Руслан Абиев, Хабаровский край. Весовая категория до 70 килограммов. На ковре осталось до конца 30 секунд. 6-4. Эрден Баракшонов перебавить надо. 20 секунд. Захват. Лампочку взял. И есть 2 балла, по-моему. Четыре балла. Прием лампочки сделал. Осталась 1 минута. 6-8. Ждем решений судей. Оценили 2 балла. Значит, последний балл у Эрдеме Баракшонова. И на ковре А
Победу одержал Эрдем Барахшонов, Забайкальский край. На ковре А победу одержал Эрдем Баракшонов, Забайкальский край. На ковре А начинается третий круг весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Юрий Рахлецов, Забайкальский край, Буянтош Адапов, Республика Бурятия. Юрий Рахлесов, Забайкальский край, Буянто Шадапов, Республика Бурятия. До 79 килограмм. Борцы очень активно начали с центра ковра. Очень хороший проход Юрия Архалесова, но хорошо защищался. Буянто Шадапов изобразил 2 балла. Скрючный захват. Вперед. Буянто Шадапов. Центр ковра. Соотношение баллов 0-2. Пользу борца синим Терко Буянто Шадапов, Республика Бурятия. Юрий Арахлесов очень активно начал борьбу. Хорошо защищается Буянто Шадапов. Выверстный захват Шадапова. Захват. Хороший проход. Левую ногу. На ковре Б 2 балла, еще 2 балла. килограммов чистый Переворот накатом. победу одержал Игорь Упоев, Республика Бурятия. Еще На 2 ковре балла. Б приглашаются Гадин И Куян, Еврейская автономная чисто область, техническую победу Владимир одержал Малиновский, Буянто Республика Шадапов, Саха-Якутия. Республика После Бурятия. поединка на ковре Чисто Б техническую. объявляется перерыв. На ковре А победу одержал Буянто Шадапов, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Михаил Сергеев, Республика Саха, Улу Музафар, Приморский край. До 79 килограммов. На ковре А после этого поединка объявляется перерыв до 15 часов. Михаил Сергеев, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта, Улу Музафар, Приморский край. Наш уважаемый гость. Михаил активно начал борьбу. Так и должно быть. На ковре Б Очень хороший переворот. Вышел с ковра Михаил.
Бал борсук синим тирку. Улу Музафар. Приморский край. Проходного встретил. На ковре весовой категории до Захват 70 килограммов лампочки чистую 2 балла. техническую победу одержал Владимир Баяновский, Михаил Республика Сергеев. Саха-Якутия. На ковре Б объявляется перерыв до 15 часов. Еще 2 балла. Переворот наката. Еще 2 балла. 6-1. 8-1. Неплохо начал Михаил Сергеев. Очень хороший проход пятки. Делал Михаил, но остался внизу. С этой половины должен выходить. Я думаю, он выйдет сейчас. Стойка, дал стойку. Соотношение баллов не меняется. 8-1. Очень хороший перевод. Трехкратный олимпийский чемпион Бобасар Сайтьева и накат 2 балла. Чисто технической победы одержал Михаил Сергеев и Республика Саха-Якутия. Победу одержал Михаил Сергеев, Республика Саха. Весовая категория до 79 килограммов. На ковре А объявляется перерыв до 15 часов.
Ini kan isi ikut dia kan. Tuh. Halo? Nah, Kan literal. Terus tidak apa. tuloy.
Яблочко, ядел, лимон. Например, вот так нара хорошо.
Досталось все. Слава, иди садись. Игорь, значит, сюда идешь. Потому что Слава... Еще раз добрый день, уважаемые любители футбольной борьбы, участники соревнований. Продолжается первый соревновательный день нового этапа пятой линии спартакиады молодежи России Дальневосточного федерального округа о спортивной борьбе среди регионов до 25 года. Главный судья соревнований, судья международной категории Петр Чешкин, главный секретарь соревнований, судья международной категории Николай Николаев, город Иркутск. На ковре второй весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Дмитрий Еременко, Амурская область, Аюр Гимаев, Республика Бурятия. На ковре Б начинается второй круг весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Черкесий Абдинов, Забайкальский край, Аюр Жемчужина, Республика Бурятия.
Пятой весовой категории 3 участника. В это время весовой категории до 74 килограммов действующий победу одержал Андрей Алибинский, Республика Санкт-Петербург. В это время третий круг весовой категории до 86 килограммов приглашаются Айтамовый Город, Республика Саха, Артурий Пасхин, Республика Летва. И 2 балла, 2 балла. 0,6 выигрывает Эдуард Максимов. Очень хорошим рывком проход ноги. И сразу 2 наката сделал. Соотношение 0,6. Обоюдный захват. Айдар Санжиев рискует. Взял захват. Очень плотный захват. Резким движением 2 балла взял Эдуард Максимов и 0,8. Выигрышный захват берет Эдуард. И 2 балла нырком На ковре А в сделал супертяжелом и весе 10-0. чистую техническую победу одержал Эдуард Максимов, Республика Саха. Очень убедительную На победу ковре А одержал Эдуард. начинается второй круг весовой категории до 65 килограммов среди девушек. Приглашаются Виктория Яковлева, Республика Саха, Ксения Скачкова, Приморский край. На ковре А юниорки до 65 килограммов Виктория Яковлева, Республика Саха-Якутия, Ксения Скачкова, Приморский край. Ксения Скачкова получает 2 балла. Очень хороший переворот сделать. И скрючный захват вольный 2 балла. Еще 2 балла. Соотношение баллов 0,6. Ксения начала очень хороший прием. Проход ноги. 4 балла. Получает Виктория Яковлева. Очень хорошая завязка получилась. 2 балла, 6-6. 4-пальным броском Виктория Яковлева выигрывает. Борьба в партере.
6. 4 балла получила Виктория Яковлева. Выигрывает. Зона красной. Ксения Скачкова активная. Может делать бедро. Проход. 2 ноги. Балла нету. 2 балла. Получает Ксения Скачкова. 6-8. Второй раз 4-бальный контрприем не получилось. Выигрышный захват у Ксении. Переворот, но пока балла нету. Стойка. До конца периода осталось 45 секунд. Выигрывает Ксения Скачкова. Надо бороться. Очень хороший проход с дальней дистанции делает Ксения Скачкова. 2 балла. И в душе чистую победу держала Ксения Скачкова, Приморский край. Весовой категории до 65 килограммов чистую победу на душе держала Ксения Скачкова, Приморский край. На ковре А начинается 4-й круг весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Вальтер Владимиров, Республика Саха, Владимир Радчиков, Хабаровский край. Четвертый круг до 65 килограммов. Вальтер Владимиров, Республика Якутия, кандидат мастера спорта. Владимир Радчиков, Хабаровский край, кандидат мастера спорта. В этой весовой категории 5 участников. На ковре А победа присуждается Вальтеру Владимирову, Республика Саха-Якутия. Победа даже На Вальтер ковре А Владимиров. приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Игорь Зарницын, Амурская область. Саян Жудзымаев, Республика Бурятия. Вторая пара Игорь Зарницын, Амурская область. Кандидат мастера спорта Саян Зымаев, Республика Бурятия. Эрдем Баракшанов на этот круг свободен. На ковре Б победу одержал Артур Илмаскин, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Муслимбек Мансуржан Улу, Приморский край, Фарид Кизимов, Еврейская автономная область. Игорь Зарницын, Саян
Жигзимаев, Республика Бурятия. Проход ноги с дальней дистанции. Ну, захват. Не, хороший захват. И 2 балла получает Игорь Зарницын, Амурская область. 2-0. Оба борцы низкой стойки. Вязка рук. Игорь Зарницын. Саян, сжимая, защищается. Обхват. Нет. Не получилось. 2-0. Переводы, шлунги, вязка рук. Предупреждение Саяна Жигзимаеву, Республика Бурятия. Борцу 7 тирку. Проход ноги. Очень хорошо отбрасывает Игорь Зарницын. Захват лампочки. Очень хорошую лампочку сделал. 2 балла получает борец красным тирку. Два захвата лампочки. 4 балла получает Игорь Зарницын. 6-0. Осталась 1 минута до конца первого периода. 6-0. Два балла. Игорь Зарницын. Еще 2 балла. Чисто техническую победу одержал Игорь Зарницын. В категории до 65 килограммов чистую техническую победу одержал Саян Жигзимаев, Республика Бурятия. На ковре А начинается 4-й круг в категории до 79 килограммов. Приглашаются Владислав Лопаев, Буянко Шатапов. Владислав Лопаев, Еврейская автономная область, Буянко Шатапов, Республика Бурятия. До 79 килограммов. 4-й круг. Владислав Лопаев, Еврейская автономная область, кандидат мастера спорта. Буянко Шатапов, Республика Бурятия, мастер спорта России. На ковре Б в 3-м круге весовой категории до 86 килограммов поединок ведут Муслимбек Мансуржан Улу, Приморский край, Фарид Кизимов, Еврейская автономная область.
до 79 килограмм. Очень хороший перевод. Буянто Садафов и получает 2 балла. Переворот накатом 2 балла. Зацеп ногой. Ноль 4. Буянто Садафов, мастер спорта России. Очень хорошо шунгует. И переворот. И 2 балла. Борсу синим Теркова. Ноль 6. Буянто Садафов. Очень хорошо начал. Хорошо делает переворот. На ковре весовой категории до 86 килограммов. Осталась 1 минута Чистую до победу конца первого периода. одержал Фарид Выигрывает Кузимов, еврейская автономная Борис область. Терко. На Очень ковре хороший начинается второй круг перевод. весовой категории до 53 килограммов среди девушек. 2 балла. Герда Данилова, Республика Саха, Софья Редко, Амурская область. На ковре А весовой категории до 79 килограммов чистую техническую победу одержал Буянто Шадапов, Республика Бурятия. На ковре Чисто А техническая победа приглашается одержал Буянто Алина Шадапов, Сергеев, Республика Саха, Бурятия. Юрий Рафлецов, Забайкальский край. Михаил Сергеев, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта. Юрий Рахлесов, Забайкальский край, кандидат мастера спорта. На ковре Б весовой категории до 53 килограммов чистую победу на душе одержала Герда Данилова, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинается второй круг весовой категории до 72 килограммов. Приглашаются Далгарма Актимова, Республика Бурятия, Лилияна Рожина, Республика Саха. Очень хороший перевод. На балла нету.
это что дело было? Триколоры съели. Триколоры съели. Бал Юрию Ряхлясову. Забайкальский край. По-моему, неправильно одел трико. А поменяли, ага. Выигрывает Юрий Рахлесов 1-0. Первый выиграл Юрий Рахлесов 1-0 минимальным счетом. Поединок ведут красное трико представитель команды Забайкальского края Юрий Рахлесов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Михаил Сергеев. Второй период. Проход с дальней дистанции. Борисенко Тиркова хорошо отбрасывает. Встречает. На ковре весом категории Захват. 72 килограммов поединок ведет в красном трико представитель команды Республики Бурятии Галгарма Актинова. Его соперница в синем Второй трико период активно начал Юрий Якутия Рахлесов. Ульяна Рожер. Михаилу надо бороться. Очень хороший выигрышный захват у Михаила. Михаил Сергеев. Предупреждение. 30 секунд идет. Борис в красном трико. Хороший захват взял. Один. Очень хорошо. Начал, но остановился Михаил. До конца. Надо было идти. На ковре В красной зоне. победу одержала Ульяна Рожер, Республика Саха-Якутия. Михаил активно борется. На ковре Б начинается четвертый И последний балл выигрывает. До 70 Последний балл. килограммов приглашаются Обоюдный захват. Забайкальский край
Руслан Абиев, Хабаровский край. Под себя. 45 секунд осталось до конца встречи. До конца бороться. Останавливаться не надо. Послушайте информацию. Борцы весовой категории до 86 килограммов. 25 секунд осталось. Павел Ржиев, Артур Илмаскин. Ваш поединок будет проходить на ковре А. 15 секунд. Пять секунд. И победу одержал Михаил Сергеев. Последний балл. На ковре А победу одержал Михаил Сергеев, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается 4-й круг весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Папа Доржиев, Забайкальский край, Артур Илмаскин, Республика Бурятия, ковер А. До 86 килограммов. 4-й круг. Бато Доржиев, Забайкальский край. Кандидат мастера спорта Артур Елбаскин, Республика Бурятия. Кандидат мастера спорта. В весе весовой категории 5 участников. До 86 килограммов. Что, мы завтра начнем, может, 10? Четвертый круг. Бато Доржиев, Забайкальский край, Артур Елбаскин, Республика Бурятия. Артур Елбаскин. Активно начал. Послушайте информацию. Завтра Дистанция очень хороший проход. 8 утра. Бато Доржиев. Все поединки начнутся в 10:30 утра. Взвешивание начнется в 8 утра. Начало поединков 10:30. Пока балла нету. Очень хороший проход ноги. Бато Доржиева. Хорошо двигается по ковру. Второй проход, но На ковре Б не весовой получилось. категории до 70 килограммов поединок 2 балла Трико, представитель команды Порцу синим трико. Забайкальского края, Батманов Еще 2 Сарай. балла. Его Переворот соперник накатом. синим трико, представитель команды Хабаровского Еще края, 2 балла. Руслан Абиев. 0,6. Бато Доржиев сам начал и дал. Уже 6 баллов дал.
хороший проход. Перехват ноги. Пока борется в партере. Поднимается Артур Илбаскин и получает 2 балла. 0,8. Тридцать секунд осталось. Большое преимущество у Артура Илбаскина. 8 баллов. 15 секунд. На ковре А весовой категории Перед выиграл 60 килограммов Артур Илбаскин, Республика Бурятия. команды Забайкальского края Батон Аршиев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятии Артур Илбаскин. Второй период. Начинается с вязкий рух. Батон Даржиев активно начал. Артур Илбаскин все время вперед идет. Проход ноги, но там не получилось. 2 балла. И чисто техническую победу одержал Артур Илбаскин и Республика Бурятия. Большое преимущество. На ковре А победу одержал Артур Илбаскин, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов, 4-й круг. Муслимбек Мансуржан Улу, Приморский край. Айтал Уйгуров, Республика Саха. Ковер А. Вторая пара. Мансуржан Улу Муслимбек, Приморский край. Айтал Уйгуров и Республика Саха, Якутия. Кандидат в мастера На спорта. ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу одержал Руслан Алиев, Хабаровский край. На ковер Б приглашаются Кагик Тунян, Еврейская автономная область, Игорь Упоев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Муслимбек Мансуржан Улу, Приморский край. Повторно приглашается борец красным перко. Мансуржан Улу Муслимбек, Приморский край. Наш уважаемый гость.
Второй этап пятой летней спартакиады молодежи России Дальневосточный федеральный округ по спортивной борьбе. Дисциплина вольная борьба среди юниоров до 21 года. Мансуржан Улу Муслимбек, На Приморский ковер край. повторно приглашаются Муслимбек Мансуржан Улу, Приморский край. В этой весовой категории 5 участников. Фарид Кязимов и Еврейская автономная область. В этот тур свободен. Перевод. Какие 2 балла получает борец с красным трико. Еще 2 балла. Накат. Переворот накатом. Еще 2 балла. Уже 10-0. Чисто техническую победу одержал Мансуржан Улу Муслимбек, Приморский край. До 86 килограммов чистую техническую победу одержал Муслимбек Мансуржан Улу, Приморский край. На ковре Б чистую техническую победу одержал Игорь Лукфоев, Республика Бурятия. Итак, уважаемые любители вольной борьбы, на коврах А и Б начинаются финальные поединки среди юниоров второго этапа 5-й летней спартакиады молодежи России Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года. На ковре А финальный поединок весовой категории до 50 килограммов. Приглашаются Людмила Шульгина, Республика Бурятия, Александра Копылова, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинается третий круг весовой категории до 53 килограммов. Приглашаются Герда Данилова, Республика Саха, Саяна Будаева, Республика Бурятия. На ковре А финальная встреча до 50 килограммов. Юниорки Людмила Шульгина, Республика Бурятия, кандидат мастера спорта. Александра Копылова, Республика Саха-Якутия, кандидат мастера спорта. До 50 килограммов.
На ковре в финальном поединке до 50 килограммов среди юниорок поединок ведут в красном трико представительница Республики Бурятии Людмила Шульгина. Людмила Шульгина представляет республиканский Очень многоуровневый колледж. прохладногий. Кандидат в мастера спорта борьбой занимается 5 лет. Уже встречает Александра Копылова. И 2 балла получает. В синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александра Копылова. Александра Копылова, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 5 лет под руководством Кима Колодезникова. Александра Копылова, призер Дальневосточного федерального округа, призер России 2019 Очень года. хороший проход. Ногу. 2 балла получает Александра Копылова. Ноль 2. 0-4. Александра Копылова выигрывает. Опережает соперницу. Обоюдный захват. Выигрышный захват берет Александра Копылова. Проход. Ноги. Четыре балла. Ноль 8. 2 минуты боролись. Очень хороший перевод. И чисто техническую победу держала Александра Копылова, Республика Саха-Якутия, и стала чемпионкой до 50 килограммов 5-летней спартакиады молодежи России. На ковре победу одержала Александра Копылова, Республика Саха-Якутия. На ковер на финальный поединок приглашаются Байырма Мархалиева, Республика Бурятия, Евгения Огородникова, Республика Саха. До 55 килограммов Байырма Мархалиева, Республика Бурятия, кандидат в мастера спорта, Евгения Огородникова, Республика Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта. Представительница Республики Саха-Якутия Герда Данилова. Герда Данилова, студентка училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 6 лет под руководством Кима Колодезникова. Его соперница в синем трико, представительница команды Республики Бурятии Саяна Будаева. Саяна Будаева, ученица 11 класса, кандидат Очень в мастера спорта, хороший проход. 5 лет под 2 ноги. руководством И Виталия получает Ахаева, 2 балла Виталия Евгения Городникова. Стойка. 0-2. Евгения Городникова активно начала.
прошла 1 минута и соотношение 0-2. Хороший проход. Захват мельницы. Ой. 4 балла. С большой амплитудой. Получить 4 балла. В опасном положении. На ковре А весовой категории до 55 килограммов финальный поединок ведут в красном трико представительница команды Республики Бурятия Байарма Бархалеева. Байарма студентка Республиканского многоуровневого колледжа, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 7 лет, тренер Наталья Таракановская. Его соперница в синем трико представительница команды Республики Саха-Якутия Евгения Огородникова. Евгения Огородникова, студентка училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, имеет первый спортивный разряд. Обоюдный захват. Очень хороший нырком. Получает 2 балла Евгения Огородникова. Стойка 0-8. До конца первого периода осталось 50 секунд. Очень хороший нырок показывала Евгения Огородникова. Опережает соперника. Стойка 25 секунд. Очень хороший нырок и 4-бальный. 4 балла получает и чисто техническую победу одержал Евгения Огородникова и стала чемпионкой до 55 килограммов. Евгения Огородникова, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается финальный поединок весовой категории до 59 килограммов. Приглашаются Светлана Васильева, Республика Саха-Якутия, Туяна Ганчапова, Республика Бурятия. На ковре Б весовой категории до 53 килограммов с явным техническим преимуществом победу одержала Герда Давилова, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинается финальный поединок весовой категории до 57 килограммов среди юниоров. Приглашаются Сагандари Даваева, Республика Бурятия, Күндюля Борисова, Республика Саха-Якутия. До 59 килограммов Светлана Васильева, Республика Саха-Якутия, Туяна Ганчапова, Республика Бурятия. На ковре Б финальный поединок ведут в красном трико представительница команды Республики Бурятии Сагандари Даваева. Сагандари представляет Бал. республиканский многоуровневый Просто красным триком. колледж, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 3 года под руководством Тугара Жаксуева, Виктора Санжижапова. Его соперница представительница команды Республики Саха-Якутия Күндюля Борисова. Күндюля Борисова представляет училище Олимпийского резерва имени Романа
Михайловича Дмитриева. Кандидат мастера спорта борьбой занимается 4 года под руководством Кима Холодесникова. Два балла Туяна Госзапова, Республика Бурятия. И обратно. Захватом бедра не получилось. 1-2. Выигрыш Туяра Гонзапова. Обоюдный захват. Триста секунд осталось. 4 балла. Получает Светлана Васильева. На ковре А весовой категории до 59 килограммов чистую победу на душе одержала Светлана Васильева, Республика Саха-Якутия. Время. На Светлана ковре А Васильева начинается держала третий чистые круг победы. весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Виктория Яковлева, Республика Саха, Царюна Дандакова, Республика Бурятия. До 62 На ковре килограмм. А деревне автоспортсменки победа присуждается Царюне Дандаковой, Республика Бурятия. На ковре А начинается финальный поединок весовой категории до 76 килограммов среди юниоров. Приглашаются Кристина Леоненко, Хабаровский край, Татьяна Булкенова, Республика Бурятия. На ковре Б победу одержала Сагандарина Баева, Республика Бурятия. На ковре Б начинается финальный поединок
среди юниоров весовой категории до 62 килограммов приглашаются Алена Февралева, Республика Бурятия, Саяна Спиридонова, Республика Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 76 килограммов финальный поединок ведут в красном До круге 76 килограммов. Кристина Леоненко. Кристина Леоненко представляет Кристина Леоненко, Хабаровский край. Татьяна Дмитрия Суханова. Кулгенова, Леоненко, Республика Бурятия. победительница первенства Дальневосточного федерального округа 2021 года. Ее соперница в синем трико представительница команды Республики Бурятии Татьяна Кулгенова. Татьяна представляет Восточно-Сибирский государственный технологический университет управления, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 5 лет под руководством Батура Базарова. Татьяна Кулгенова. Очень активно начали. Восточного федерального округа 2021 года. Борис синий трико получает предупреждение 30-секундную. Перевод. Два балла. Соотношение баллов 1-2. В пользу борца синим трико. На ковре Б весовой категории до 62 килограммов чистую победу на душе одержала Саяна Спиридонова, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинается третий круг весовой категории до 72 килограммов. Приглашаются Долгарма Актинова, Республика Бурятия, Виктория Смышляева, Хабаровский край. Перевод. И 2 балла получает Кристина Леоненко, Хабаровский край. Соотношение было 3-2. Первый выиграла Кристина Леоненко, Хабаровский край. Күндүнө. На ковер Б приглашается Виктория Смышляева, Хабаровский край. Весовая категория до 72 килограммов. Виктория Смышляева. Второй период. 3-2.
Проход ноги. На ковре Б весовой категории до 72 килограммов поединок ведут в красном трико представительница команды Республики Бурятия Долгарма Актинова. Долгарма – кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 8 лет под руководством Владимира Актинова. Его соперница в синем трико представительница команды Хабаровского края Виктория Смышляева. Виктория представляет детскую юношескую спортивную школу. Кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 4 года. Победительница первенства Дальневосточного федерального округа. Минута 30 осталось до конца встречи. Соотношение баллов 3-2 не меняется. Активность. До конца встречи 45 секунд. Проход очень медленный. Очень хороший проход и получает 2 балла Татьяна Гульгенова. И чемпионкой в этой весовой категории стала Татьяна Гульгенова, Республика Бурятия. Вырвала победу в последних секундах. На ковре А объявляется перерыв до завтрашнего дня. Завтра взвешивание 8:00, начало соревнований 10:30. В весовой категории до 72 килограммов поединок ведут в красном трико представительница команды Республики Бурятии Долгарма Актинова. Кандидат в мастера спорта. Ее соперница в синем трико представительница Хабаровского края, кандидат в мастера спорта Виктория Смышляева.
На ковре Б победу одержала Долгорма Актинова, Республика Бурятия. Уважаемые любители вольной борьбы, на этом первый соревновательный день завершается. До новых встреч! Я знаю. Я же помню, что он... Где он его выиграл-то? Я же помню, он его выиграл где-то. Это в Питере же было, да? Ну, что он? А с третьим стал уже, блядь. И лучше, и лучше. Этот мальчик, получается, снялся. По очкам лучше. Самый главный человек. Без него ничего не есть. Как станция Белогорская. Чуть-чуть. Не, правильно, как станция. Сколько стоит, допустим, такси медленное и Благовещенск? Кто знает? Такси медленное. Набери в интернете. Что ты думаешь? Спрошу. А нет, Коля не никто звонит. А, точно, видео. Он же возит. Он же профессиональный таксист. Он же возит, да, платит. С половиной. Хотя нет, подожди, стыдно для Влада у нас, по-моему, не-не-не, стыдно там. А если еще Данюк, еще же. Коха, что, ты отправишь? Сегодня что отправлять? Нет, это, а судьи ты отправлял? Надо? Надо? Вчера еще. Что это убрать? Всех живых, которые никого Алексей же проводит. А что, как он, допустим, скажет, приехал? Как он? Нет? Просто такси стоит. Примерно сколько? Знаешь? 2-3 тысячи. Ну, где-то, допустим, на человека где-то 3, да, где-то? Что настреляли? Вы сейчас будете... Так, 2 дня будете готовиться, да? Сейчас за столом. Потом полчаса подготовитесь, да? Ладно, давай. На охоте, говорит. Я, говорит, не знаю, как ты дозвонился, говорит. Связи нет, говорит, только остановились, и ты звонишь, говорит.
29 600. 4 места. Это 4. Сколько? Пятеру уже написать смело. Пятеру. Не, пятеру. На пятеру договорился и все. А поезда что не ездят? А он опаздывал. Он бы опоздал. Там же тоже неудобно с Благинска. Там педицит же. Он же надо выехать, в Белогорск доехать, Белогорск. Потом сидишь, жди, блядь, там с утра сидишь, ждешь вот этого Бестяжского поезда. С утра с 7 до 5 часов вечера. Целый день почти. Тоже неудобно. Там это нужно подписать. Хорошо. Акт эксплуатации объекта. Телефон чей? Там еще заполнить нужно. Расскажи. Никакой без зрителей. Ну, вот волейбол тоже без зрителей был, но... А они нет, волейбол кричат же, орут, они пас один даст. Волейбол Этими ехают потом бакты. Әні пытында. Алло. Әні пытында.
для утек.